Всем привет! С вами Юля Шутегова. Давно на моем канале не было творческих влогов, поэтому сегодня приглашаю всех желающих понаблюдать за процессом создания декора для свадебной коробочки. Я планирую показать почти весь рабочий процесс таким, как он проходит в реальном времени. Конечно, какие-то моменты я буду ускорять, чтобы вы не заскучали. Если такой формат вам нравится и вам интересно увидеть этот важный этап подготовки, то устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. На данный момент на канале уже вышел обзор этой самой коробочки, ссылку на обзор оставлю в описании, там вы можете увидеть итог проделанной работы. Я уже подготовила основу коробочки, сделала ее из дизайнерского картона плотностью 200 грамм на квадратный метр, пробеговала линии сгиба у стенок, чтобы они легко открывались. Из того же картона подготовила основу для крышки и также пробеговала все линии сгиба. Практически все свои коробочки я делаю по одной схеме, которая выработалась у меня за все время моей творческой деятельности. Одну из таких схем я даю на закрытом мастер-классе по сердечной коробочке. Готовая коробочка в собранном виде 9 на 9 на 9 сантиметров. Также заранее подготовила подложки для оформления основы. Сейчас перед вами подложки для оформления крышки. В основном они из цветного картстока, 2 большие детали для внешней и внутренней стороны и 4 узкие детали для бортиков. И еще одна подложка, она из скраб-бумаги. Ее я планирую разместить по центру и хочу еще с двух сторон добавить кружевные вставки. Их я сделаю вместе с вами. Подготовила вот такие тоненькие полоски, их длина совпадает с длиной подложки. К сожалению, узкого кружева у меня не нашлось, поэтому я взяла тонкое симметричное кружево и разрезала пополам. С помощью термопистолета приклеиваю кружево к картонным полоскам, делая небольшие складочки. Получается вот такой кружевной элемент. Как я уже сказала, эти вставки планирую разместить с двух сторон от подложки. Сейчас посмотрим, как это должно выглядеть. Подобное оформление я уже использовала и в других своих коробочках. В целом мне нравится. Сверху этой декоративной конструкции будет вот такая сердечная подложка из картстока, которую я сделала с помощью ножа для вырубки от Scrapberries. А на этой подложке будет красоваться карточка с надписью «С днем свадьбы». Ее я покажу чуть позже вместе с другими надписями, которые мне понадобятся для оформления коробочки. Для оформления основы самой коробки я тоже подготовила подложки. Эти подложки из скраб-бумаги в мелкий горошек займут свои места на внешних и внутренних стеночках. Этими двумя подложками из цветного картстока я оформлю дно коробочки с внешней и с внутренней стороны. Еще одна подложка из скраб-бумаги для внутреннего оформления. Она по размеру чуть меньше, чем предыдущие. На ней будет размещаться лента-держатель для денежного подарка. Уголки этой подложки обработаю с помощью углового дырокола. Подложка готова. Вот таким образом она будет размещаться внутри коробочки, а сверху будет такая красивая лента. Ее я сделала из картстока с помощью бордюрного ножа «Волшебное кружево 2» от Fantasy. Эти круглые подложки мне понадобятся для оформления внутренних стенок. На них будут размещаться карточки с пожеланиями. Подложки сделала с помощью ножа от Scrapberries. И еще одна подложка в форме сердца, которая превратится в бирочку. Следующее, что мне нужно сделать, это вырезать надписи. Такие карточки с пожеланиями и теплыми словами я делаю самостоятельно. Оформляю их в программке, распечатываю на матовой фотобумаге и затем вырезаю их вручную. Многие из вас мне писали по поводу приобретения таких карточек. Раньше я их не распространяла, использовала только для своих работ. А сейчас у всех заинтересованных есть возможность приобрести мои наработки в электронном виде. Все доступные материалы можно посмотреть в моей группе ВКонтакте, ссылка на нее будет в описании.
Вот и все карточки подготовлены к дальнейшей работе. Как вы видите, здесь у меня 4 надписи для внутреннего оформления, 2 маленькие в форме сердца для бирочки и большая для оформления крышки. Итак, все возможные подложки и карточки готовы, остается сделать украшалочки, про которые я расскажу уже в следующем видео, а также в следующей части покажу, как декорирую вырубку и собираю цветики для этой коробочки. Поэтому всех заинтересованных приглашаю вновь провести творческие минутки со мной и понаблюдать за созданием красоты для свадебной коробочки. Возможно, вы подметите что-то полезное и для своего творчества. Спасибо всем за теплую компанию, рада, что нашли время заглянуть ко мне в гости. До встречи в новом видео!